Всем привет! Вы смотрите канал Хлам Знаний. А значит, пришло время узнать что-то новое и интересное. Сегодня вы узнаете, чем запомнились и чем удивили советских граждан японские военнопленные. Устраивайтесь, друзья, поудобнее и внимайте. Как всегда, будет интересно, не скучно и познавательно. Смотрим до конца. Это отличная история для пересказа в компании. После Второй мировой войны и капитуляции Японии на территории Советского Союза оказалось более миллиона военнопленных японских солдат и офицеров. Япония была союзником нацистской Германии, и военнопленные японцы также восстанавливали народное хозяйство Советского Союза. Они содержались в специальных лагерях вплоть до 50-х годов и трудились на лесозаготовках, на шахтах и строительстве дорог. Участвовали также и в восстановлении городов. Дисциплина. С японцами в лагерях было намного меньше проблем, чем с немцами, венграми или итальянцами. Потомки самураев качественно отличались уровнем дисциплины и соблюдали субординацию, даже находясь в плену. Это сильно облегчало работу администрации. Они продолжали подчиняться своим офицерам, и поддерживать порядок среди японских военнопленных не составило особого труда. Все функции по контролю за соблюдением распорядка перешли к их офицерам. Чистоплотность. Что скрывать? В Японии личная гигиена на высоком уровне. В японских городах народ выглядит изящно глаза, мелко, опрятно и чистенько. Вопреки всем заблуждениям, в советских лагерях за гигиеной тоже следили. Естественно, расслабляющего душа для пленных не было. Но раз в неделю весь контингент обязательно водили в баню. Как советских солдат. В лагерях работали врачи и санитары. Японцы приятно удивляли невероятной тягой к чистоте. Даже в плену они пользовались каждой возможностью, чтобы привести себя в порядок. Очевидцы рассказывали, что встречали японцев нагишом, умывающихся под колонками, совершенно не стесняясь окружающих. В Японии нагота не считается чем-то зазорным, а в банях мужчины и женщины моются вместе. Поэтому они и не парились мнением прохожих. Кулинарные странности. После войны в СССР голодали все – и народ, и военнопленные. Но японцев кормили лучше, чем немецких военнопленных. Они не нападали на Советский Союз, соответственно, и не нанесли столько ущерба. Это в Китае их помнят и ненавидят до сих пор. Кроме большей, чем у немцев, пайки хлеба, жиров и мяса, японцам накинули еще рис – 300 грамм на человека в день, и 60 грамм мисо – традиционной японской приправы из бобов. Эти нормы, по понятным причинам, редко выполнялись. Риса и мисо в послевоенные годы в СССР было мало, как и прочих продуктов, а про суши и не слышали. Рис японцы получали, правда, в меньших количествах. Каша-размазня вводила их в ступор, но голод не тетка. Удивление советских людей вызывала манера смешивать пищу в одной миске, не деля еду на первое и второе. И то, что пленные ловили, готовили и ели – змей, лягушек и кузнечиков. Самоуважение. Первые послевоенные годы в СССР были голодными. Народ не доедал. Заключенных и пленных кормили по остаточному принципу. Японцы удивили лагерную администрацию тем, что намного реже клянчили еду, в том числе и у местных жителей, во время работ. И у них намного реже случались кражи еды у товарищей, по сравнению с другими пленными. Впрочем, и кормили самураев получше немцев, венгров, итальянцев и прочих румын. Трудовая культура. Обычно заключенные, в том числе и военнопленные, отлынивают от работы. Японцы и здесь были исключением.
Несмотря на тяжелые условия труда, японцы добросовестно подходили к делу. Наших удивляла их дисциплинированность и старательность. Японцы возмущались, когда их подгоняли, ведь это вредило качеству. На Дальнем Востоке до сих пор показывают здания, построенные самураями, отмечая их прочность. Не стоит считать, что все японцы от рождения – мастера по укладке кирпичей. И глупо надеяться, что пленный, работающий бесплатно и на правах раба, будет пытаться построить победителю в другой стране что-нибудь качественно. Пленные – это прежде всего рабочие руки. Жалеть их не нужно. А вот поучиться дисциплине, трудолюбию и тщательности стоит. Поверьте, ставил задачу, следил за исполнением, принимал работу и подписывал акты все равно какой-то наш Иван Иванович. Проекты и материалы тоже были советские. Внешний вид. В плену японцы поражали и своим внешним видом. В холодное время года военнопленным выдавали одежду, какая была в наличии на складах. Поэтому часто можно было увидеть японца в потертом ватнике и в буденовке. А летом японские офицеры старались ходить в своей форме и носить гетто – традиционные шлепанцы на деревянной подошве, которые сами и делали из брезента и деревянных чурок. С вас лайк и подписка, а я пошел искать новый материал. Спасибо, что досмотрели до конца. До новых встреч!